Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши. О, аккуратно. Блин, капец вообще. Здравствуйте, все нормально? Забыли. Так, у вас, сейчас, секунду, у вас науки и обратно, что ли? Да, у меня науки обратно, потому что мне нужно срочно забрать ключи от офиса. Я сегодня везде опоздала, просто какой-то что кошмар. случилось? Ключи? Забыли ключи, что ли? Да, от офиса так получилось, что ключи только у меня, и все в отпусках. Сейчас там целая банда стоит, меня ждет обратно, пока я вернусь. Ничего себе. Да, нужно шустренько сделать. Можно я комплимент скажу? Да. Я бы вас подождал. Ой, спасибо. Ну, там люди не такие, там очень злые. А, да? Да, утро понедельника. Ну, да, такое есть. Так, мы едем за ключами и обратно, да? Да, мы едем за ключами и обратно. Ой. Чего? Все нормально? Да, все отлично. Пристегнулись? О, Я понимаю, вы расслабьтесь, уже все, едем. Ну, как сможем быстрее, ну, транспорт, это самое, как это называется, да, телепортировать да, вас не начальник могу. меня убьет вообще. Сегодня просто день сумасшествия какой-то. Ну, знаете, несмотря на все это, блин, что-то я сегодня щедр на комплименты, вы очень хорошо выглядите, даже несмотря на то, что вы, что сегодня понедельник и день непростой. Мне, на самом деле, просто, не часто, сами понимаете, да, там попадаются, так скажем, красивые, симпатичные девушки, и мне приходится в основном возить некрасивых, спасибо, не симпатичных и не девушек, поэтому я... Ого! Поэтому я, да, и не девушек. Не то, чтобы я проверял, просто это мужчины, я имею в виду, вот. И поэтому, да. Блин, ну... Да. Я вам тоже сделаю комплимент. Какой? Вы... Я что? Очень что? Обаятельный. Я очень обаятельный? Человек, да. Вы меня в лучшие годы не видели. Сейчас-то, Да? Ну, конечно. Сейчас я, видите, немножко... А сколько вам, если не секрет? Немножко я подстоптался. Блин, ну это так, я не знаю, 41. 41? Да. Ого! Почти в 2 раза старше меня. Ого! Как мне повезло. Ну, я же еще не... Ну, я люблю постарше. А, да ладно. Да. Я не люблю сверстников, с ними неинтересно, скучно. И они немного... Ну, вы же, мужчины, всегда развиваетесь позже женщин. Это правда. А вы... Блин, если уж на то, если уж пошла такая пьянка, режь последний огурец. А вы как воспринимаете? То есть это какая-то именно отцовская история, когда мужчины постарше, или все-таки вы и на них еще смотрите как на молодых людей? Ну, мне просто интересно. Ну, вот как молодая девушка воспринимает там человека, который в 2 раза старше ее? Как на молодых людей, потому что мне нравится, когда мужчина меня старше, когда у него и отцовская ко мне любовь, и дружеская любовь, так скажем, да, и просто любовь. И просто любовь, конечно, страсть. Все, чтобы это было смешано, чтобы друг друга заменяли и любовников, и друзей, и так далее. Вот это прямо интересно было. Да, то есть у меня, я считаю, то, что нету у людей как бы каких-то обязанностей, все должны быть делать вместе. Да? Да, как друзья, как любимые люди. Ну, то есть, а взрослые мужчины, они привлекают больше опытом, я так понимаю, да? Или... Естественно, мудростью или какой-то... своей, мудростью, то, что они уже все могут, все умеют, все понимают, им не надо ничего говорить, объяснять. Ну, и как собеседники, наверное, да, они более интересны, нежели... Конечно, могут чему-то научить, это всегда меня радует, я люблю учиться у мужчин. Да? У вас очень красивая улыбка. Спасибо. А вы, если уж мы хорошо беседуем, мило проводим время, а вы чем в свободное время занимаетесь, если не секрет? Вообще у вас есть свободное время? Если сейчас все в отпусках и вас... Не буду много говорить, расскажите. Ну, если это можно назвать свободным временем, вообще я занимаюсь еще рэпом. Помимо моего офиса. Чем? Рэп, я читаю рэп. Кстати, я вчера заняла 1 место на рэп-фестивале. Серьезно? Да, забрала кэш. Забрали кэш за деньги, выиграли что-то. А это типа это батл какой-то?
Это батлы, которые проводят, или это именно вот нужно свое произведение какое-то прочитать, там спеть? Я уже не Да, знаю, как это. естественно, нужно свое произведение, своя музыка. То есть собирается рэп-культура в определенном Так. месте. Там раздают призы, Мгм. и ты выступаешь, занимаешь места. И, короче, я заняла первое место, это впервые в жизни. Но я не так давно занимаюсь этим. Ага. Сейчас хочу продвинуться немножечко и тогда выстрелить треки. Они еще не выпущены, кстати. Ну, вы очень, получается, творческий человек. Да, я могу дать послушать. Я бы тоже вам дал первый приз. Да? Да, меня, кстати, Евгений зовут. Александра. Александра, а вы поете как АМС Александра? Рари Худ, если вы об этом. Я не хочу сейчас быть старым пердуном, который знает только МС имя, да, там какое-то прилепить к этому. Не-не-не, ни в коем случае. Вы мне скажите, как это... Ах, вот оно что. А как еще раз вы называетесь? Рари Худ. Рари Худ? Да, кстати, можете подписаться на мой инстаграм. А у вас есть инстаграм Рари Худ? Да, я как исполнитель Рари Худ. А есть что послушать? Ну, может, есть в телефоне что-то, я не знаю. Да, Мне просто да. интересно, я никогда не подвозил хотела. девушку рэпера. Да я вообще рэпера никогда не подвозил. У меня были даже не попытки, а мысли о том, что, ну, из всех вокальных жанров, наверное, рэп — это тот, при котором, наверное, ну, не нужно обладать супер там голосовыми какими-то возможностями и способностями, да, то есть мне главное просто, например, Чтобы там, был кач-кач. чтобы был кач-кач, чтобы у меня была поставленная речь и слова не цеплялись друг за друга, правильно? Ну, то есть, чтобы я мог членораздельно, долго, быстро, много говорить. И желательно И в побыстрее, рифму. и в рифму, да. В рифму обязательно. Вот. Но я чего-то, то ли у меня каких-то сподвижников не нашлось, то ли... Короче, все в свое Блин. время. Читайте, расскажите. Это здорово. Может быть, вам продолжить заниматься? А вы мне лучше свое Никогда не что-нибудь. поздно. Сука, мы едем на Ауди, сука, со мной все шалят. Снова трупуем на хате, снова трупуем на хате. Деньги есть, я хочу, деньги есть, я хочу, деньги есть, я хочу, деньги есть, я хочу. Сука, мы едем на Ауди, сука, со мной все шалят. Снова трупуем на хате, снова трупуем на хате. Это просто отлично. Сейчас куплет начнем. Так. Деньги есть, я хочу, деньги есть, я хочу, деньги есть, я хочу баксов. Снова сливаю на трассы, собираю эти кассы. Ну вот, пожалуй, я думаю, хватило. Это прекрасно. Жаль, что мы едем не на Ауди. Да, это я первый сегодня момент. не за рулем. А второй момент, у вас реально свой голос такой с хрипотцой, да? Да, как будто уже наложен автотюн. Мне и продюсер говорит, что тебе не нужно накладывать автотюн, тюнчики какие-то, Да. как будто уже все идеально. Ну ничего себе. А у вас и продюсер есть. Да, да. Их было 2 недавно, но одного я выгнала. А почему? Такая нелепая ситуация случилась, что он продал мой бит другому Ничего себе. знаменитому певцу. Рэперу. Продал в обход ваших интересов. Да, то есть втихаря от меня за спиной. Мгм, вот хулиган. Ну ничего, судьба его накажет. Не по-мужски. Вообще нет. Мгм. Обидно? Ну ладно. Ничего страшного. Мгм, мгм. Так и в итоге в свободное время вы занимаетесь вот этой историей, да? А тексты вы сами пишете? Да, конечно, безусловно. Я все делаю сама, кроме Все битов. делаете сами? Кроме битов и ведения моих аккаунтов. На это у меня нет времени. Ну это... я на самом деле очень люблю творческих людей. У вас так круто в машине вообще. Почему вы ездите на такой машине, таксуете? Ну обычно... Я вышла еще, обалдела, кстати. Такая она вся новенькая, прям только с салона как будто. Обычно здесь каждый таксист говорит, что он таксует для души. Ага. И что у него все хорошо по жизни. Именно в Я этой сейчас ситуации. тоже буду такой типа рэпер. И все хорошо по жизни. У него бизнес, он работает сам по себе, но ему нравится общаться с людьми, и он чисто работает по приколу. Вот в случае со всеми это все вранье. Но со мной, в случае со мной, это прям чистая правда. Я прям реально Для таксую души. по приколу для души. А так у меня все в порядке. йоу. Обалдеть. Да. Браво! Огонь. Видите, да, все отлично. Получается же. Ну,
Да, видите, машина уже привлекает внимание. Поэтому, в принципе, да, все хорошо. Все отлично. И вы такая, вот видите, вы меня зарядите сегодня на весь день. Я вот вас, Серьезно? конечно. А вы меня, кстати, вы прям очень позитивный человек. Мне очень радует, что я именно попала к вам в такси. Ну, я могу сказать, что если бы... это вы меня радуете, потому что вот так все получилось. Но если бы вы были взрослой, курящей женщиной бальзаковского возраста и попытались бы распить у меня спиртные напитки с утра, то у меня бы не было заряда. Отвечаю. А такое бывает и регулярно. Вообще регулярно, да. Кошмар. А что самое интересное, что я у этих женщин вызываю какую-то тоже теплую эмоцию, и они пытаются меня сгоношить. Ну, склеить. Это так... сказано, наверное, неправильно, потому что они сами расклеенные вообще, да, но они пытаются вспомнить все шарм-подкаты, которые у них были в 52-м году в ходу. Женщина вам? Женщина, типа, да, вот. И, ну, во-первых, они хотят меня все угостить, то, что они пытаются распить у меня в машине. А я за рулем, да, их да, вообще не интересует. и это вообще им не важно. А главное, что они считают, что тот напиток, который они мне предлагают, он прямо, ну, как бы вот то, что надо. Угу. Да. Офигеть. Ну, Да. поэтому мне очень сильно, Бывает. очень сильно мне с вами сегодня повезло. Надо немножко мне выдохнуть, а то я что-то вообще раскатал все, что можно раскатать, поэтому Ну, вы мне меня нужно прям чуть-чуть. засмущали. Да ну, перестаньте, вы же представитель творческой профессии со сцены, читающий такие вообще вещи таким невероятным голосом. У вас получилось меня засмущать. Получилось меня засмущать вас. Ну, мы подъезжаем, а вас долго ждать-то придется там дома. Да нет, я думаю, пару минут, и я выйду. А, блин, кстати, у меня сегодня ключ заедал в замке, поэтому я не знаю, если не провозилась с ним минут 13, я еще поэтому опоздала на работу. И, возможно, сейчас тоже провожусь. Если что, подождете, ладно? Ну, конечно, подожду. У меня... Прям сегодня чувствую, сегодня есть желание кого-то подождать. Я даже, Да? Конечно, я даже ожидания включать не буду платные. Спасибо. Ну так вы же даже изначально сказали, что подождете меня, если что. Я изначально сказал, что вас подожду. Я Если помню даже каждое ваше все, слово. каждое мое слово. Буду следить за ними, за словами. Значит, вас подождать надо будет, если вдруг долго, да, если у вас с ключами там. Да, Ну, я обязательно спущусь. ну, я на самом деле надеюсь. Я не думаю, что вы меня обманете после того, что между нами было. Я слушал ваш рэп. Это точно, я не обману. Блин, мне нужно перестать на вас смотреть, а то мы сейчас куда-нибудь приедем. Да уж, Куда-нибудь туда. прекращайте. Что сегодня позволит вашему всему офису не выйти на работу, потому что вы им так и не откроете эти двери. А почему бы и нет? А почему бы и нет, действительно. Вот Взять и видите. бросить. Стоит только сказать, что взрослые мужчины очень неплохие. Все это потек как тюбик с кремом на солнце. Да. Надо во двор, да, заехать? Мне показывает, уже во двор надо заехать. Угу. Да, там вторая аппаратная. Ладно. Дышите, Евгений. Дышите, Евгений, дышите. Дышите. Так. А давайте я, может быть, вот здесь припаркуюсь, да? А вы там дойдем, просто негде встать. А вы дойдете, вот здесь Да. 2 метра, да? Да, хорошо. Окей. Сейчас, секунду. Стану поровнее. Все, готов. Всё, да, я скоро буду. Угу. Ох, вот эта женщина. Вот эта женщина. Вот эта женщина. Спокойно! Спокойно. Ты таксист. Просто обычный таксист. Спокойно. Ну как? Блин, Евгений, опять не получается, замок опять не открывается. Можете помочь мне, пожалуйста? Мне очень нравится, Без вас я вообще не справлюсь. мне очень нравится, как вы меня умоляете. Но, конечно же, я... Знаете, как в том анекдоте? Я не доктор, но посмотреть могу. Давайте, спасибо. Давайте, да. Буду признательна очень. Пойдемте. Сейчас, секунду, закрою дверь. Все. Спокойно.
точно убьет. Ничего, я тебя прикрою. Так мне повезло с тобой, конечно. Блин. Че ты? Ты ничего не замечаешь? Блин, а где кофта? Я кофту забыл у тебя. Серьезно, капец. О, я очки забыла. Пошли У тебя- быстрее. Мне вон уже звонит Олег Алексеевич. Алло.